Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 10 марта, киевское время, 19 часов. Ну, сразу скажу, что оговорился вчера и возраст Тараса Григорьевича Шевченко на 100 лет уменьшил. Видимо, очень хотелось, чтобы он был помоложе. А может быть, чтобы он хоть как-то краем глаза увидел Украину наших дней. Как мы боремся против российского фашизма. Ну а что ж, оперативная обстановка на оперативных направлениях и на линии фронта сложилась за прошедшие сутки следующим образом. Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы международного права. Всего за прошедшие сутки противник осуществил 95 пусков ракет разного базирования. Я сразу хочу ответить, чтобы не было вопросов, что 81 пуск был в сводке Генерального штаба, а здесь 95 за 24 часа. 81 ракета это в сводке Генерального штаба вот в этот ночной авиационный, точнее массированный ракетный удар. Здесь подается цифра за сутки. Поэтому 95 за сутки было сделано предыдущие пусков ракет по территории Украины. Различного базирования. Воздушного, морского базирования и наземного базирования. Также 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками. Враг нанес 31 авиационный удар. В частности, использовал 8 беспилотников типа Шахед-136, половина из которых была сбита. И совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины. Противник не оставляет попыток оцепить город, точнее окружить город Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на этих направлениях порядка 102 атак оккупантов. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь. Однако формирование наступательных группировок на территории Беларуси не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области. За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. Копают они окопы в Брянской, в Курской, в Белгородской областях, строят линии обороны. При этом я всегда говорю, что если нечем заняться, то, пожалуйста, пусть строят. Некуда тратить деньги, пусть строят. Чем больше потратят денег, тем меньше хватит на войну. Мы не собираемся, наша политика миролюбивая, мы защищаем свою территорию и не собираемся вторгаться на территорию Российской Федерации. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Там идут локальные бои на участке от района Площанки до юга населенного пункта Деброво. Но никакого успеха противник не имеет. Линия фронта стоит стабильно. Мы отбиваем все атаки, противник несет потери. И мы постепенно выполняем главную задачу по перемалыванию российской армии на нашей территории. На Бахмутском направлении, вот тут самое горячее. Враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Продолжаются бои в самом городе. Враг взял под контроль Дубово-Василовку, населенный пункт, и вышел по линии Дубова Яра.
Попытки оккупантов продвинуться на Богдановку потерпели крах, противник понес потери и откатился на исходные позиции. Но ближе к ночи вчера враг начал штурмовые действия в направлении Васюковки. На утро сегодняшнего дня противник успеха не имел. Все попытки закончились безрезультатно. Также враг пытается развить успех на северном фланге Бахмутского выступа. Скорее всего, оккупанты усилят давление на Орехово-Василовки, Григоровку и Богдановку. Но на пока линия фронта более-менее, вот за исключением того, что наши войска вынуждены были отойти из Дубово-Василовки, больше никаких изменений в линии фронта за прошедшие сутки не произошло. Авдеевское и Шахтерское направление. Противник совершил безуспешные наступательные действия. Все атаки противника были отбиты с нанесением ему потерь, и он откатился на исходное положение. Изменений в линии фронта на Авдеевском и Шахтерском направлении за прошедшие сутки не зафиксировано. Запорожское и Херсонское направление. Здесь оккупанты ведут оборонительные действия. Обстрелам идут позиционные бои, обмен артиллерийскими огневыми ударами. Обстрелам со стороны российских оккупационных войск подверглись районы населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях. Мы отвечаем, наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу, линия фронта стоит стабильно, никуда не двигается. Сразу уточню, есть данные в открытых источниках о том, что российское командование наращивает количество войск на запорожском направлении. Никакой наступательной группировки они там не формируют. Наша разведка об этом сообщает. Они готовятся к обороне. На запорожском направлении противник обустраивает оборону, и они готовятся к ведению оборонительной операции. Поэтому он и наращивает количество войск. В очередной раз российские захватчики, чтобы дискредитировать силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометным обстрелам оккупантов подверглись жители города Олешки. Кстати, минометы используются чаще всего для провокаций, потому что очень тяжело определить, если обстрел ведется с малых дистанций, мина падает практически вертикально. И только визуально по разрыву мины можно определить направление прилета, откуда прилетела мина. Этим и пользуются оккупанты. Они могут вести на обстрел из минометов и с нашей стороны, то есть не там довольно от Олешек до Херсона, до Днепра довольно большое расстояние. И можно поставить минометы и потом говорить, что вот якобы прилетело со стороны Украины, со стороны территории, которая контролируется нашими войсками. В этом состоит опасность провокации, связанная с применением 120 миллиметровых минометов. В городе Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом-втором этажах, а выше оставляет проживать гражданских людей. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники оккупантов, а также удары по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили пункт управления войсками противника, 6 районов сосредоточения личного состава и техники противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и средства ПВО на огневой позиции. То есть, как видите, мы планомерно прорежаем ряды российской группировки на оккупированных территориях. В Донецкой области сбит вражеский самолет Су-25, это штурмовик. Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 870 российских оккупантов, уничтожили 7 танков, 6 боевых бронированных машин и 10 артиллерийских систем.
Кроме того, враг потерял 3 реактивных системы залпового огня, 9 беспилотников оперативно-тактического уровня, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Вот такой урожай собрали наши силы обороны за прошедшие сутки. Ну что ж, вот такие вот военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы с вами приступаем к следующему разделу нашего видео. Это военно-политические новости, которые произошли в Украине и вокруг нашей страны. И начать, наверное, хочу уделить такой довольно большой вопрос Китаю. В Китае происходят такие знаковые события. Ну, мы с вами говорили вчера о том, что Китай практически выставил ультиматум Соединенным Штатам Америки. Китай поставил в прямую зависимость. Министр иностранных дел Китая выступил с заявлением, что будет прямая зависимость, сколько оружия будет Штаты поставлять Тайваню, столько оружия Китай будет поставлять Российской Федерации. Ну, я бы сказал так, не спешил бы с выводами, потому что я думаю, что это больше похоже на блеф со стороны Китая, учитывая экономическую зависимость Китая, Соединенных Штатов и Европейского Союза. Точнее, Китая от Соединенных Штатов и Европейского Союза. Так было бы правильно. Вот. И, скорее всего, Китай разыгрывает вот такую карту, политическую карту в плане того, что они пытаются разменять Россию на Тайвань. Посмотрим, как это у них получится. Но тем не менее, внутренние процессы в Китае говорят о том, что Си Цзиньпин был единогласно избран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центральной военной комиссии. У них эта должность совмещается. Это типа как у нас президент, он же верховный главнокомандующий. У них председатель республики, кстати, у них и в партии не генеральный секретарь, а тоже председатель КПК Китая. Вот. И Центральной военной комиссии. 10 марта на сессии Всекитайского собрания народных представителей 14 созыва голосование прошло на 3-м пленарном заседании первой сессии собрания. И Си Цзиньпин стал первым в истории КНР, именно республики, то есть в новой истории Китая, он стал первым главой страны, которого избрали на 3-й срок. До этого никто не решался нарушить регламент пребывания на этом посту. Все, даже великий Мао, и тот не нарушал этого регламента. Си Цзиньпин решил его нарушить и стать, я так понимаю, что он идет наверное, на возрождение династий китайских. Почему? Потому что какой-то повод был идти на 3-й срок. Ему разрешили до 1932 года быть во главе китайской председателем, на посту председателя КПК, коммунистической партии. Вы же понимаете, партия и страна в Китае это неразделимые вещи. Как в Советском Союзе, КПСС и СССР. Генеральный секретарь, он же и глава партии, он же и руководитель страны, он же Гога, он же Гоша, он же Георгий Иванович. Примерно так. Также известно, что перед этим голосованием за назначение президента депутаты приняли план реформ аппарата Госсовета. То есть Китай ожидает жесткие реформы аппарата Государственного Совета, который является высшим исполнительным органом Китая. Окончательный план реформ Госсовета пока не опубликован. Он только для внутреннего пользования. И известно, что этот план реформ, это то, что просочилось в прессу журналистам, что ужесточит централизованное руководство Коммунистической партии Китая. То есть, если у них раньше, допустим, премьер-министр имел какой-то там вес и правительство могло что-то высказывать, то теперь, я так понимаю, с претворением в жизнь этих реформ Китай превращается в страну с диктатурой, коммунистической диктатурой. Будет ужесточена централизация партии, руководства Китая.
И вот сразу же, возвращаясь ко вчерашнему сообщению по поводу ультиматума, да, по поводу оружия, поставок к Тайваню и поставок Российской Федерации, то, что Китай торгуется с США, мы с вами как-то обсуждали, я рассказывал, что КНДР, Северная Корея, это марионетка в руках Китая. Там Российская Федерация имеет очень-очень маленькое влияние. Там в основном Китай, он же и содержит это КНДР, он стоит на страже этой КНДР, чтобы ее, не дай бог, не расформировали и, не дай бог, не объединили с Южной Кореей. Вот. Помогает всем, и продовольствием, и деньгами, и всем остальным. И вот КНДР сразу же после заявления Китая вот этого ультиматума по поводу Тайвань на Россию разменять, в КНДР начались учения, и в ходе учений Ким Чен Ын, нынешний лидер КНДР, приказал своим военным усилить учения для настоящей войны. То есть он фактически дал отмашку подготовке к большой войне КНДР, ну правда не указал против кого. Хотя у них основной враг и записано у них в доктрине, это Соединенные Штаты. И ракеты они пускают, они все время пугают тем, что их ракеты уже могут достигать побережья Соединенных Штатов. То есть они могут своими ракетами уничтожать цели на территории США. Видите, как вдруг Северная Корея активизировалась. Интересно, откуда деньги на проведение учений. Это стоит не 3 копейки. В бедной КНДР, где практически карточная система по выдаче продовольствия населению, вот, вдруг появились такие огромные средства на проведение учений и подготовку к войне. Так что Китай, на мой взгляд, пользуется своими привилегиями и использует КНДР в качестве такого цепного цербера или карманного льва. На цербера они вряд ли тянут, слишком слишком боевой потенциал маленький, но тем не менее. А вот Соединенные Штаты, наоборот, Соединенные Штаты не теряют бдительности, и США потихонечку вводят санкции против ряда китайских компаний из-за поддержки иранской программы создания беспилотников. Об этом сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что речь идет о сети из 5 компаний и 1 человека. Видимо, это главный собственник или акционер этих компаний, которая базируется в Китайской Народной Республике и отвечает за продажу и отгрузку тысяч аэрокосмических компонентов. Вот так начинается заходить издалека Соединенные Штаты Америки. Пожалуйста, 5 компаний, которые занимаются программой поддержки создания беспилотников. Причем беспилотников для Ирана. Очень, очень интересное такое совпадение. Идем дальше по Азии, только теперь уже Ближний Восток. Президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил 14 мая днем президентских и парламентских выборов. Я так понимаю, что с этого дня стартует предвыборная кампания, как президентская, так и парламентская. У них совмещаются и те, и другие выборы. У Эрдогана есть мощный конкурент, которому он по последним социологическим опросам уступает в президентской гонке. Лидер крупнейшей в альянсе Республиканской народной партии. Чтобы победить нынешнего президента, вокруг объединились 6 партий, пообещавших заменить президентскую систему управления, которую выстроил Эрдоган, на парламентскую демократию. Как сказал лидер Кемаль Киличдароглу, это лидер вот этой республиканской народной партии, главный оппонент Эрдогана на президентских выборах, он сказал, что они близки к свержению трона угнетателей. Вот так они ассоциируют Эрдогана, что он выстроил трон угнетателей, на котором он сам и восседает. Правда, у них произошло событие, развалилась оппозиционная коалиция на прошлой неделе. И посмотрим, как это скажется на поддержке вот этого альтернативного кандидата. Вообще май, конечно же, обещает в Турции быть очень и очень горячим. Экономическая ситуация, девальвация лиры турецкой, экономическая ситуация в самой Турции, плюс огромный ущерб от масштабного землетрясения, которое произошло
вот буквально в прошлом месяце текущего года. Посмотрим, как будут развиваться в дальнейшем события. Ну и возвращаемся к нашим границам. Оккупанты планируют масштабную провокацию на украинско-белорусской границе. Возможны жертвы среди мирного населения. Об этом сообщает наше Главное управление разведки. Кстати, хочу обратить внимание белорусов, если кто нас смотрит, я знаю, что вы смотрите мой канал. Сарафанное радио — самое мощное средство распространения информации. Поэтому, пожалуйста, доведите, что Украина не собирается. Мы не хотим еще одного фронта, поэтому никакие провокации с нашей стороны проводиться не будут. Никакие диверсионные группы никуда заходить не будут. То, что Российская Федерация планирует устроить на границе Украины и Белоруссии провокацию с гибелью гражданских, чтобы показать красивую картинку, плюс в Беларусь должен, по-моему, прибыл уже даже для освещения этой провокации лично Соловьев, как один из ведущих пропагандистов Российской Федерации. И самое интересное, что они даже планируют прямые репортажи с места событий, которые будет осуществлять Соловьев. Мне просто очень жалко тех гражданских людей, которые могут погибнуть в результате. Тут чужая территория, российским наемникам будет все равно, кого убивать. И чем больше они там убьют, чем больше крови они прольют, тем ярче будет картинка на российском ТВ. Такой принцип работы российской пропаганды. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. Они планируют телерадиомост и прямую трансляцию с места событий. Цель — создание враждебного общественного мнения в отношении Украины со стороны белорусских граждан. Да, мы критикуем ваш режим, ваше руководство, мы и даже иногда критикуем, и я в том числе, что слабое сопротивление гражданского общества. Ну, видите, мы привыкли, если чуть что, мы сразу идем на Майдан. Жгем покрышки, да, у нас проливается кровь, но мы отвечаем жестко и сразу. Вот. Поэтому будьте осторожны, будьте бдительны. На завтра, на 11 марта, готовится такая провокация. Дата ориентировочная, поэтому может быть и завтра, может быть и послезавтра. Ну а Польша, ближайшая соседка Белоруссии, продолжает наращивать в инженерном отношении оборудование своей государственной границы с Белоруссией. И, ну вы знаете, да, они построили забор высоченный, там около 5 метров, забор, который опутан колючей проволокой, контрольно-следовая полоса. И теперь польские военные ставят противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии. Это заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. И не только противотанковые ежи, бетонные надолбы, бетонные конструкции, препятствующие продвижению техники. То есть Польша фактически превращает границу с Белоруссией в линию обороны. Вот до чего руководились нынешние руководители Беларуси. Ранее такие же сооружения устанавливались на границе с Российской Федерацией у Польши. Это Калининградская область, Кёнигсберг точнее. Так что вот такие вот события происходят вокруг Республики Беларусь. Ну и стоит обратить внимание на заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса, который сказал, что по мнению ЦРУ на основе анализов своей развединформации пришли к мнению, что Путин убежден, что Украина для него важнее, чем для Соединенных Штатов. То есть Путин считает Украину своей вотчиной, и он считает, что он имеет самые большие права на Украину. Хотя вообще кто может иметь права на суверенное государство, кроме народа, проживающего в этой стране. Так вот, Бернс сказал, цитата: «Я думаю, он убежден, имеется в виду Путин, что сможет заставить время работать на него, что он сможет замучить украинцев в этой войне на истощение, что он сможет измотать западных сторонников Украины», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
То есть ЦРУ прекрасно понимает и доводит это до американской общественности, ну и до мировой тоже, потому как это интервью средствам массовой информации. И, соответственно, мнение того, что Путин Путин не сдается, не останавливается, не приемлет компромиссов по Украине, он будет идти до конца и он готов вести войну на истощение. Кто кого переборет. Ну, посмотрим. Половина мировой экономики против экономики Российской Федерации. Ну, я имею в виду экономики тех стран, которые поддерживают Украину. Следующая новость не менее интересная и тоже говорит о том, что напряженность в мире нарастает, а это Ближний Восток, Израиль. Вы знаете, что Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов, совершил ближневосточное турне и встретился с нынешним премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. И появилось такое заявление, я вот сейчас его озвучу. А потом разъясню, чтобы вы не пугались сразу. Но заявление очень жесткое. Израиль начнет военную операцию против Ирана в самое ближайшее время. Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнется в самое ближайшее время. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил, что ужасная ядерная война разразится, если мир не помешает Ирану получить атомное оружие. Так вот, заявления вроде бы как жесткие, и что сейчас уже самолеты, создается впечатление, что самолеты уже прогревают двигатели и ракеты наводятся на цели. Нет, но я немножко охлажу ваш пыл в том плане, что про начало военной операции это лишь догадки западных журналистов. Всего-навсего. Сам Остин говорил о недопущении Ираном обзавестись ядерным вооружением. Естественно, про то же самое сказал Биньямин Нетаньяху, как премьер-министр Израиля. Но в любом случае мы знаем, что Иран стоит на пороге создания ядерного вооружения. И мы знаем, что теперь уже знаем официально, что Соединенные Штаты, ну и Израиль в том числе, не допустят того, чтобы у Ирана появилось ядерное вооружение. Как они это не допустят, это уже вопрос второстепенный. Но пока никто ни о каком ядерном конфликте или ни о развязывании новой войны на Ближнем Востоке тоже пока никто не говорит. Поэтому вот такое вот разъяснение к этой ситуации. Ну и как всегда на пасашок, вишенка на торте, новость наша, родная, украинская, о том, что наконец-то, это уже можно, ну пока еще нет подтверждения наших властей, но тем не менее, довольно авторитетное издание написало, что Financial Times сообщила, что Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных Соединенными Штатами и Германией. Но она пока не введена в эксплуатацию. То есть Patriot зашел на территорию Украины вместе с нашими расчетами. И поэтому эта система не введена в эксплуатацию, поэтому не применялась против ракет типа «Кинжал» во время вчерашнего обстрела территории Украины Российской Федерации. Но, тем не менее, будем надеяться, что эта новость уже не фейковая, как была предыдущая по поводу передачи нам комплекса Patriot, и что она соответствует, и что будем верить в Financial Times, что она соответствует действительности, и что комплекс Patriot находится на территории Украины. И я так понимаю, что в ближайшее время Генеральный штаб сделает все, чтобы наш Генеральный штаб сделает все, чтобы поставить его на боевое дежурство и включить в единую систему ПВО и ПРО нашей страны. Вот такие вот военные и военно-политические события произошли в Украине и вокруг нашей страны. Я, как обычно, по традиции сделаю паузу. У вас есть время, кто не подписан на мой канал, подписаться, включить уведомления, чтобы приходили о появлении новых видео на моем канале. Поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и тогда его смогут увидеть как можно большее количество
людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет такой. У меня такой вопрос. На опубликованном рисунке после последней ракетной атаки видно, что ПВО сбивает практически все ракеты над Западной Украиной. Это так сильно влияет местоположение или то, что туда по сравнению с другими областями пускают меньше ракет? Это меньше ракет доходит. Смотрите, Российская Федерация пытается накрыть как можно большую площадь поражения на нашей территории, для того, чтобы нанести максимальный урон. Урон может быть даже не столько физический, в плане там попадут, не попадут они в объект, это еще вопрос спорный, долетит, не долетит ракета, но, во-первых, мы вынуждены объявлять воздушную тревогу на всей территории Украины, соответственно, вся территория Украины, люди стремятся в бомбоубежище и прячутся от этих ракет. Ну а дальше долетит ракета или ее собьют, это уже как бы работа наших систем ПВО. Поэтому и соответственно ракеты рассеиваются. Казалось бы, 81 ракета в массированном ударе, да, а на западные области Украины достанется всего лишь там ракет 20, не 80, а 20. Там 20 на центр, 20 на восток и там 20 на юг. Вот примерно так. Соответственно, чем больше рассеиваются ракеты по территории Украины, тем легче системе ПВО бороться с этими ракетами. И тем больше у них возможностей, тем больше они успевают. Поэтому, соответственно, чем дальше ракеты находятся в нашем воздушном пространстве, тем легче ПВО их обнаружить и сбить. У них больше на это времени. Поэтому, да, чем дальше, тем вероятность сбития намного больше. Следующее. В этом выпуске вы сказали, что нет спутника. Но как же спутник, который купил Притула для вооруженных сил Украины? Ну, насчет спутника, который купил Притула, я уже неоднократно говорил. Это, пожалуйста, вопросы к самому Притуле и к Министерству обороны. Из того, что это первое. Второе, тот спутник, который они купили, является гражданским спутником. И он был в основном предназначен, насколько известно, из открытых источников информации. Кстати, ТТХ спутника нигде никогда не публиковались. Отдельные его характеристики назывались. Это то, что этот спутник был создан для ведения геологической разведки. И он может, насколько я понимаю, он может фотографировать поверхность Земли. Поэтому, что он делает, какова его эффективность, к сожалению, никакой открытой информации нет. Если вы где-то встречали, можете поделиться. Ну и, соответственно, все вопросы к тому, кто приобретал, то есть к самому пану Притула. Что касается спутника, про который я говорил, это спутник военный. Разведывательный спутник, который должен висеть над территорией нашей и вести разведку в режиме онлайн. И этот спутник в режиме онлайн выдает координаты любой точки, которую он видит. То есть оператор может задать вопрос, наколоть любую точку на изображении, на экране, и спутник тут же выдаст параметры этой точки. Там ее, допустим, координаты в том виде, в котором запрашивают там, географические, допустим, долгота, широта, высота над уровнем моря, которые будут потом переведены в прямоугольные и переданы, допустим, авиации, ракетным войскам или артиллерии. Вот о чем речь. Я имел в виду военный спутник. Таких спутников висит на орбите куча. Не буду называть количество, но в Соединенных Штатах как минимум 2 системы, которые обеспечивают такую разведку в режиме онлайн. Это система «Всевидящее око» и военная система GPS-навигации, закрытая, которой пользуются только военные.
Та система GPS-навигации, которой пользуемся мы с вами, это открытая коммерческая. Ее открыл после Югославской войны, ее открыл Билл Клинтон. С тех пор она доступна и находится в открытом доступе. Вот. Так что речь шла исключительно о военном спутнике, который обеспечивает развединформацией военные системы. И Patriot эффективен по баллистическим ракетам только при наличии связи или работая в тандеме вот с такой системой спутникового обнаружения, раннего обнаружения спутниками пусков баллистических ракет. В этом соль или суть борьбы с баллистическими целями таких комплексов, как Patriot. Вот про этот спутник, про военный спутник я вел речь. Это две большие разницы. Поясните, пожалуйста, насколько точен кинжал в сравнении с Х-22. Ну, сразу скажу, кинжал точнее Х-22 на порядок. То есть, если у кинжала круговое отклонение составляет там 10, максимум 20 метров на максимальную дальность полета, то у Х-20 и дальность полета кинжала исчисляется там 2000 километров, то у Х-22 при дальности полета максимальной 600 километров, у него круговое отклонение 300 метров. Вот можете сделать сами вывод. 300 метров на дальности 600 километров, так это 300 метров плюс-минус. То есть он может отклониться вправо-влево, вперед-назад. Вот. А кинжал попадает с точностью там 10-20 метров. Соответственно, за счет мощности боевого заряда кинжалу 20 метров отклонения от расчетной точки прицеливания это ничто. Но и для Х-22 тоже 300 метров отклонения от точки прицеливания это ничто. Я объясню почему. Дело в том, что Россия использует кинжалы сегодня в обычном снаряжении, в осколочно-фугасная голова, там 960 килограмм в тротиловом эквиваленте, головная часть. Значит, тонна взрывчатки, практически летит тонна взрывчатки, поэтому такая разрушительная сила у этих ракет. Но ракета Х-22 создавала, это противокорабельная ракета, она работает по контрастным целям. Почему, кстати, она ошибается и попадает в торговые центры? Потому что торговый центр это контрастная цель, она большое здание промышленного типа. Поэтому она может его определять как цель для себя. А работает она по кораблям. Она создавалась как противокорабельная ракета в Советском Союзе. И ее называли убийца авианосцев. Можете посмотреть в Википедии размеры авианосца. Это как минимум 400-450, до 500 метров длина авианосца. Полкилометра, представьте, да? Так 300 метров, центр авианосца берется за расчетную цель. 300 метров вправо, 300 метров влево. С ядерным боезарядом. Как вы думаете, уничтожится авианосец? Конечно, уничтожится. 300 метров отклонения при ядерном боезаряде там, в 2-5 килотонн, в 10 килотонн или в мегатонну. Это вообще это мелочь для такой ракеты Х-22. А Россия ее применяет в осколочно-фугасном виде и применяет ее не по кораблям, не по морским целям, а по наземным целям. И, конечно же, по наземным целям 300 метров, даже при тонне тротила в голове этой ракеты, да, огромная воронка, там 10 метров глубиной, но она в 300 метрах от той цели, которую должна была поразить эта ракета по их расчетам. И максимум, что на цели будет, это либо незначительное разрушение от взрывной волны, либо повыносит стекла и окна и двери тоже от взрывной волны. Вот разница в точности ракет «Кинжал» и Х-22. Вы часто используете фразу «ввели координаты цели в голову», блок управления ракеты. Очень интересно узнать, какой интерфейс для этого используется, проводной, беспроводной. В обоих случаях какой стандарт, общедоступный, либо какой-то секретный, конечно же секретный.
Во-первых, для введения координат в голову ракеты используется исключительно проводной интерфейс. Ракета подключается кабелем к тем устройствам, устройствам ввода информации. Эти компьютеры не имеют физической связи с интернетом никогда. Это секретная сеть, она локальная. Вот, и только проводная, чтобы не было никакой попытки вмешаться или снять информацию в ходе кодирования или ввода в ракеты в головную часть. Вот. Потом кабель отсоединяется, разъем закрывается заглушкой, вот, и ракета готова к пуску или к боевому применению. То же самое происходит на кораблях. То же самое происходит в шахте, если это ракета большая, там, межконтинентальная. То же самое происходит на пусковой установке, если это, допустим, ракеты, ну, тоже межконтинентальные, потому что в Искандер ничего не вводится в ракету. Искандер наводится как баллистическая, как обычная ракета и летит по баллистической траектории за счет угла наклона направляющей, и она летит примерно в ту точку и корректируется рулями высоты. Вот. Хотя нет, извините, там рули высоты, да, она корректируем, вводится, в Искандер вводится в этот самый, голова в точку не вводилась, в точку У тоже вводятся координаты цели, и она корректируется согласно, после пуска она корректируется на первом участке траектории, пока работает разгонный двигатель. Вот это так осуществлять. То есть цепь замкнута. В баллистических ракетах, тактических, оперативно-тактических и в межконтинентальных это пусковая установка ракета, морского базирования это корабль или подводная лодка ракета, воздушного базирования это техники перед загрузкой, подвесом этих ракет на самолеты. В самолете уже никто никакие координаты не меняет. Они вводятся на земле, ракета подвешивается на самолет, и дальше он идет в район пуска и осуществляет сброс этих ракет в определенном районе. Вот такой вот порядок. Интерфейс секретный, проводной. У меня вопрос. Выдержит ли танк попадание 155 миллиметрового снаряда и 120 миллиметровой мины? Что будет с экипажем? Заранее спасибо. Денис из Лос-Анджелеса. Слава Украине. Смотрите, все будет зависеть от того, куда попадет снаряд. 155 снаряд, если это не болванка, если болванка, то имеется в виду, что кусок железа, весовой макет снаряда, то он даже может на излете с максимальной скоростью может просто проломить броневой лист. Просто от кинетического удара количество энергии достаточно, чтобы повредить броню. В этом случае экипаж получит травмы, те, кто попадут под осколки внутри этого танка. Если же это обычный осколочно-фугасный снаряд, то просто произойдет взрыв. Танк не получит значительных повреждений. Может от ударной волны может содрогнуться, в лучшем случае, точнее в худшем случае остановиться и потом продолжить движение дальше. Экипаж фактически может и не пострадать. Даже может не получить контузии, потому что танк закрывается более-менее герметично. Вот. И единственное, что может сделать этот снаряд, это повредить оптические приборы или какое-то навесное оборудование на самой броне танка. Вот. Больше никакой, это 155, 120 мина еще меньше вреда. Посечет осколками броню, да, оптику может побить, антенну может срезать осколками, и танк останется там без связи, гранаты повредить дымовые, что еще, активную броню может не повредить. Вот. Но не более того. Поэтому ничего танку не будет от осколочно-фугасного снаряда даже калибра 155 миллиметров. Так, немножко.
заело наше кино. Следующий вопрос. Внесите, пожалуйста, ясность в отношении Ту-22М3 и Х-22 ракеты. Это носитель. В открытых источниках пишут о дальности ракеты 400-600 километров. Да, последняя модификация 600 километров. Предыдущие были 400. Но до какого расстояния к границе доходят эти самолеты, чтобы сделать сброс ракет? Из Днепра расстояние до границ минимум 300 километров. Соответственно, им нет необходимости вплотную приближаться к границе. Да, вы абсолютно правы, что если до Днепра 300, а ракета летит на 600, то самолет может там, с 300 километров из глубины России, российского воздушного пространства, сбросить ракету для нанесения ракетного удара. Но исходя из технических характеристик ракеты и исходя из их технического состояния на сегодняшний день, это же старые советские ракеты 60-х годов, 60-х, 70-х годов. И они тогда же и выпускались. Представляете, сколько им лет? Они жидкостные, они летают на ракетном топливе. Это очень такая проблематичная ракета. Они заправляются вот этими гептилами, меланжами, высокотоксичными компонентами ракетного топлива. Поэтому Российская Федерация, они боятся, что эти ракеты упадут на их голову. Плюс, не забывайте, в голове Х-22 960 килограмм тротила. Поэтому российская авиация вынуждена доходить практически до нашей границы. И они сбрасывают буквально на минимальном расстоянии от нашего воздушного пространства, так, чтобы хватило только расстояние на боевой разворот Ту-22М3. Потому что это стратегический тяжелый бомбардировщик, ему нужен довольно большой радиус, где-то минимум 50 километров для боевого разворота, чтобы не войти в наше пространство, иначе мы можем сбить. Вот. Поэтому они вынуждены подлетать. Да, он может сделать пуск на 300 километров, но он все равно его делает от самой границы нашего воздушного пространства. И если вы обратили внимание, то они не делают пусков ракет из-за линии фронта. Почему? Потому что надо близко подлетать к самой линии фронта, а это же наша территория, и там мы можем его просто завалить. Это Ту-22М3. И чтобы с большого расстояния на головы своих же военных не упала эта ракета, они в основном делают пуски ракеты Х-22 с Брянской, с Курской области, иногда с Белгородской. Один раз, по-моему, было. Ранее они делали эти пуски, несколько раз они делали эти пуски с Черного моря. Вот. И единственное, куда они залетали, это они в Мариуполь заходили, Ту-22М3, правда, они там не ракеты, они сбрасывали 3000-килограммовые бомбы на завод Азовсталь, когда наши бойцы его обороняли. Можно ли обнаружить время и место пуска ракет со стратегического бомбардировщика и сбить его во время запуска этих ракет или на подлете к точке пуска? И какой комплекс ПВО может с этой задачей справиться? Жду вашего ответа в следующем выпуске. Ну и моя понятно. Слава Украине, героям слава. Ответ короткий и ясный. Никакой. Объясняю почему. Дело в том, что они очень боятся того, чтобы мы собьем их стратегический бомбардировщик, который выходит на боевую позицию для пуска ракет по нашей территории. В связи с этим, пока был жив крейсер «Москва», помните, да, такой когда-то был, сейчас теперь он музей, или как шутили одесситы, домик для бычков на дне Черного моря. Так вот, пока был жив крейсер «Москва», на нем стояла самая мощная система противовоздушной обороны на всем Черноморском флоте Российской Федерации. И вот под прикрытием этой системы ПВО ходила вся эскадра Черноморского флота, и в акватории Черного моря появлялись самолеты Ту-95МС, которые сбрасывали крылатые ракеты, делали пуски в направлении Украины. У нас были пуски из акватории, первые пуски
из акватории Черного моря осуществляла Российская Федерация. Как только мы потопили крейсер и система ПВО приказала долго жить, Россия что сделала? Немедленно перенесла зону пусков ракет в акваторию Каспийского моря. Причем, опять же, почему над морем пускают? Почему они не пускают с европейской части Российской Федерации? Потому что они боятся, что эта ракета упадет на голову россиян. И придется оправдываться, как же так? Вторая армия в мире, суперракеты, аналогов нет и падают на куда? На головы россиян. Поэтому они пускают с акватории Черного моря, если упадет, Каспийского, извините, моря, если упадет, то в море, никто не узнает, никто не догадается. Вот. Была, кстати, информация, что несколько ракет упало, и из-за высокотоксичного топлива было массовое отравление, во всяком случае, там, морских животных и млекопитающих. Вот. На побережье Каспийского моря выбрасывало тела отравленных морских обитателей. Вот. Но это как бы факт не подтвержденный, не доказанный прямой связи, но тем не менее. И, соответственно, достать до Каспийского моря мы не можем. Отправить туда истребители мы не можем, они не достанут. Тактический радиус действия истребителей очень маленький. А если их пускать в один конец, то, извините, это будет неадекватная. Как бы легче ракеты позбивать над нашей территорией, чем в один конец отправлять истребителя с летчиком для того, чтобы уничтожить там один самолет. А этих самолетов у них там 2 десятка, даже больше, почти 3 стратегических бомбардиров. У нас столько истребителей не будет, чтобы на один самолет отправлять один истребитель. Так что вот такая вот кухня в плане пуска этих ракет. Нечем сбить нам их, они пускают с безопасного удаления эти ракеты по нашей территории. Поясните, если будет прорыв к Азовскому морю, например, на Мелитополь, то ведь образуются 2 фланга, 2 фронта, восточный и западный. Как удержать эти фланги? Нет ли опасности, что этот клин будет обрезан с флангов и у основания, и наступающая группировка сама окажется в окружении? Нет, конечно же, такой вариант никто не допустит. И это предусматривается изначально, планируя вклинение в оборону противника. Для этого создается второй эшелон, который будет расширять вклинение и будет наносить поражение врагу именно на флангах участка прорыва обороны противника. А дальше я не скажу, что образуется фронт. Почему? Потому что если вы посмотрите, вот, кстати, опять вот ссылаюсь, очень хорошая карта анимационная команды Deep State, волонтерская команда, вы спрашивали. Вот они организовались в такую команду, нашли поддержку и делают для нас вот такую работу. Так вот, на карте Deep State есть интерактивный слой, который показывает плотность российских войск на нашей территории, на оккупированной территории. Если вы такой фиолетовым подсвеченный, желто-фиолетовый. Так вот, если вы включите этот слой на карте, вы увидите, что основная плотность войск сосредоточена вдоль линии фронта. Дальше в глубине войска распределены очагово только в районе населенных пунктов. Поэтому там никакого фронта не будет. Там группировка будет выполнять свои задачи по окружению противника и его планомерному уничтожению. А вот на линии фронта, где будет прорыв осуществляться, там специально будет выделено количество войск, которые начнут фланговые удары по российским войскам для того, чтобы расширить максимально этот прорыв и зайти в тыл российским обороняющимся войскам. Это будет комплексная операция, которая будет выполняться единовременно на огромном участке фронта. Вот. Поэтому, естественно, этот вариант предусматривается, чтобы войска, прорвавшиеся в глубину, не оказались там же и в окружении. По вашему мнению, что сейчас происходит с Кадыровым? Почти не комментирует войну, резкие изменения во внешности, его сын внезапно встречался с Путиным, и куда пропали кадыровцы с фронта в Украине? Давно о них не слышно. Спасибо за ответ.
Смотрите, есть информация, она требует подтверждения, но тем не менее, я думаю, что можно ее озвучить. Есть информация, что Кадырова траванули. ФСБшники провели операцию, его отравили. У него по некоторым признакам острая почечная недостаточность, что вызвало резкое увеличение веса и отечность организма. Кстати, на прошлой неделе в Москву прилетал санитарный борт, бомбардир, Embraer прилетал, реанимация. Самолет, который был оборудован под реанимацию. И забрали, причем Европа в условиях войны, Европа разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета. Он через Беларусь залетел, дошел до Москвы, тут же вернулся обратно, то есть в Москве его уже ждали. Кого-то погрузили на этот самолет, в эту реанимацию, и он улетел в Нюрнберг, этот самолет. Нюрнберг, чтобы вы понимали, это самый крупный медицинский университет Европы. И в Нюрнберге, в составе этого университета находится более 24 университетских клиник. Практически каждая кафедра этого университета имеет собственную клинику. Университетская клиника отличается от простой больницы тем, что они могут применять нестандартные методы лечения в качестве научной работы. Им разрешается отходить от протоколов лечения. Поэтому все стараются, кто едет на лечение, кто в курсе, все стараются попасть именно в университетскую клинику, а не в обычную больницу, даже с европейскими светилами. Если диагноз установлен и есть процедура лечения, то, пожалуйста, можете в обычную больницу. Так вот, есть предположение, что Кадырова просто убрали, потому что, чтобы он не представлялся... Помните, я вам говорил, что он фактически разваливает федеральную систему тем, что он позволяет себе, он как региональный руководитель, в принципе, любого такого же рядового региона России, который просто распиарили этот регион, он позволяет себе командовать частью федеральной структуры, а именно Росгвардии. И смотрите, с его исчезновением действительно исчезли кадыровцы. Такое понятие, как кадыровцы. Почему? Потому что это бойцы, обычные военнослужащие Росгвардии России. Поэтому они выполняют свою задачу, они никуда не делись, они находятся на нашей территории. Они как выполняли свои задачи, так и выполняют. Но с исчезновением лидера исчезло и сам мем «Кадыровцы» тоже исчез. Так что есть предположение, что его просто устранили. Кстати, я так думаю, что примерно такая же доля может ждать и Пригожина, если он не успокоится и не прекратит эти свои выбрыки в плане заявлений и киданий на различных политических деятелей или лидеров или чиновников Российской Федерации. Хотя, в принципе, пусть кидается. Чем быстрее они начнут друг друга убивать, как пауки в банке, тем легче нам с ними будет бороться. Хороший вопрос. А что дороже, их ракета или поврежденный трансформатор? Тут вопрос, я бы так сказал, наверное, больше риторический. Почему? Потому что если брать в номинале, то, конечно же, ракета дороже. Ракета может стоить не $1 миллион. А трансформатор будет стоить несколько, самый большой, самый лучший, несколько сотен тысяч. Но тут надо же брать в общем ущерб, который наносит эта ракета, уничтожив этот трансформатор. Ракета прилетела и взорвалась. Все, на этом миссия ракеты окончена. А взорванный трансформатор — это тысячи, десятки тысяч людей без света, тепла, без воды, без информации, которые сидят и ждут в ожидании, когда этот трансформатор исправят или заменят на новый, когда восстановится электроснабжение. Представляете, какое вызывает социальное напряжение в обществе отсутствие света. И казалось бы, начинает сразу вспоминать, а где же была ПВО, а почему она нас не защитила, а сколько нам еще сидеть без света, в холоде, и когда он появится. Вот какая цена этой ракеты.
в войне надо рассматривать именно комплексно цену ущерба, который наносит противник. И они именно на это и рассчитывают. Рассчитывают на панику и хаос среди гражданского населения. Они создают напряжение в социуме, в нашем обществе, чтобы люди согласились на мир за любую цену. То есть мир в обмен на территории, мир в обмен на рабство, но мир. При свете, при тепле и в воде. Ну, правда, свет, тепло и вода достанется победителю, а не гражданскому населению. Но я так понимаю, что у нас большинство населения, слава богу, это понимает. Что если мы сегодня прекратим сопротивление и согласимся на условия России, то завтра большая часть нас с вами окажется в застенках концлагерей Российской Федерации. Или где-нибудь на выселках, на Соловках или на Дальнем Востоке, там в районе Магадана. Вот в чем главный ущерб ракеты. А то, что трансформатор стоит недорого, это и, допустим, даже с учетом человека часов на его замену, цена вопроса не такая. Ракета в разы дороже. На порядок даже может быть дороже этого трансформатора. Но трансформатор наносит морально-психологического ущерба очень, очень много. И чем чаще и Россия на это делает ставку. Видите, они же практически не бьют по военным объектам, они бьют по инфраструктуре. Они постоянно стараются давить на наших граждан, на наше общество. Тем, что создают невыносимые условия жизни в Украине. Поэтому цена трансформатора, она огромна, просто огромна. И на сегодня вопрос, который поднимается, говорит о том, что надо защищать эти трансформаторы. И сравнивать надо в комплексе цену трансформатора и цену ракети. Часто бачу в моніторингових групах приблизно такі повідомлення. Активність голосової мережі стратегічної авіації Російської Федерації на бойових частотах. Вимкнено трансмітер. Буває ще на тренувальних частотах. Так от, що таке той трансмітер і як він працює? Як відрізняються ті частоти? В Гугле не знайшов информации. Дякую, слава Украине. Смотрите, есть вот эфир, радиоэфир, да, он поделен. Четко, ясно поделен между различными ведомствами. Есть частоты военные, есть частоты гражданские. И гражданские делятся на промышленные. То, что используется для обеспечения того же транспорта, допустим. Есть частоты, которые общедоступны, используются для, допустим, средств массовой информации, для телефонной связи. То есть эфир весь нарезан, как пирог. Мелко-мелко-мелко нарезанный пирог. Так вот, в военных частотах есть, это общепринятое, плюс вы еще все знают, кто на каких частотах работает, на каких работает НАТО, на каких работает, допустим, российская армия. А у нас с российской армией тем более диапазоны очень близки, потому что мы делили наследие Советского Союза. Те частоты, которые использовал и Советский Союз для вооруженных сил, вот они были поделены между государствами. Вот. Соответственно, мы знаем, где боевые частоты, которые используются по войне, в каком диапазоне они находятся. Не конкретную частоту, хотя и ее можно вычислить с помощью пеленгатора. Вот. А где находятся частоты, которые используются в повседневной жизни или для учебно-тренировочных полетов. Так вот, когда стратегическая авиация выходит на боевые задания, естественно, они выходят на боевых частотах, они переговариваются, а потом в районе пусков ракет они переходят в режим радиомолчания. Вы еще должны были слышать такое, что российская авиация работает в режиме радиомолчания. То есть, когда они выходят в район пусков ракет, в этот квадрат воздушный, они полностью отключают средства связи и выключают транспондер. Это прибор. Трансмиттер это то же самое. В авиации это называется транспондер. Это прибор, который автоответчик свой-чужой, системы свой-чужой. То есть,
Если самолет, судно выключает этот прибор, то наземные системы навигации не могут определить принадлежность этого самолета. И они не видят этот самолет на своих радарах. Видят только военные радары, которые, допустим, пассивные, следят за воздушной акваторией. Военные радары видят, гражданские радары не видят и не понимают, чей это самолет. Это делается для того, чтобы не рассекречивать, не обнаруживать эти бомбардировщики в воздушном пространстве Каспийского моря или в воздушном пространстве Российской Федерации. Это создает угрозу для гражданской авиации, потому что гражданские самолеты их не видят, и гражданские самолеты не могут получить не могут получить информацию о том, чей это самолет, то есть принадлежность. Россия постоянно практикует такие вещи для того, чтобы, опять же, расшатывать ситуацию. Вспомните, сколько раз, вот до начала массированного вторжения, сколько раз российская боевая авиация с выключенными транспондерами нарушала воздушное пространство стран НАТО, европейских стран и так далее. Постоянно они этим грешили. Здесь они делают то же самое. Режим радиомолчания, выключенные транспондеры, и никто не понимает. Тот же, допустим, Азербайджан, Туркменистан, другие страны Каспийского бассейна, ПВО которых, по идее, смотрит небо и в этой акватории, они могут только догадываться, что это российские самолеты, потому что ответа свой-чужой они не получают. Это международная система, которая работает на определенных частотах и которая отвечает, этот автоответчик отвечает всем запросам. Когда самолет идет в воздушном пространстве, все запросы, которые направляют диспетчерские службы стран, они получают ответ от этого прибора, от автоответчика свой-чужой. Если он выключен, то, естественно, никто никаких ответов не получает. Определить принадлежность самолета невозможно. Ну что ж, вот такие вот вопросы прозвучали сегодня в нашем с вами видео. И у нас остается с вами третья часть. Это ответы это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущему видео. И сегодня прозвучат следующие. Первый комментарий сегодняшнего дня касается Северного потока. Вообще-то, чтобы взорвать Северный поток, надо точно знать, где он находится. Кто знал, тот и взорвал. Ну, примерно так. Особенно надо знать, на какой глубине и координаты, где лежат эти трубы. Кто ложил? Российская Федерация. Кто взрывал? Естественно. Кому было выгодно взрывать? Естественно, России. Но, как всегда, надо же переложить с больной головы на здоровую. Первый раз пишу комментарий, так как сам из Латвии. Хотел немного уточнить по поводу вождения в состоянии алкогольного или какого-либо другого опьянения в Латвии. Это правда, что по закону машина конфискуется, но в самом законе Украина не упомянута. Эти машины продаются с аукциона в пользу государства. Или по решению передаются в пользование госструктур. Или, как в данном конкретном случае, какое-то количество автомобилей было решено передать Украине. Вот такой порядок уточнения по поводу закона. Спасибо вам большое. Россияне самый злющий народ, подлости нет предела. Они друг друга ненавидят, поэтому и зашкаливает уровень их агрессии и ненависть к другим народам. Украина выстоит. Ужасно больно и тяжело выдерживать всю эту трагедию, но Украина выстоит. Она победит, она восстановится, а имена героев, павших за защиту украинской земли, будут вечны. Всі розповідають про запаси снарядів, які закінчуються. Я мешкаю в місті Марганець Никопольського району на березі Каховського водосховища. Десь з 20 лютого обстріли нашого міста Нікополя, Червоногорівки і інших населених пунктів посилились у декілька разів. Таке відчуття, що снарядів стало більше. Ну, к сожалению, да, где-то прибавляется, где-то убавляется.
І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Тарас Григорович Шевченко. Як знав, коли писав. Россиянам не понять, что украинцев не сломить ничем. Свобода исторически в наших генах. Я все вытерплю, но в моей стране был и будет желто-синий прапор. Азербайджан, Баку с вами, скорейшей перемоги. Уже хорошо, что пишуть не победа, а перемога. Народ починає потрохи вивчати українську мову. Они еще забыли сказать, что Украина просверлила дырку в космическом корабле. Это опять же к тем грехам, которые пытаются навесить на Украину. Да, как-то они забыли про МКС, где там заткнули там все дырочки, щелочки лишние, которые образовались. Хороший вопрос насчет управления дистанционным прицелом автомата. Такие разработки есть в США. Я лет 5 назад, если не больше, видел рекламный ролик армии США. Там прицел компьютеризированный с тепловизором, баллистическим калькулятором и другие навороты. Нашлемные очки дополненной реальности. Программа «Солдат будущего», но это дорого даже для США. По скриптум, контракт на 2,7 миллиарда заключили на поставку умных прицелов уже. Я вам скажу, что у нас тоже есть такие отдельные станки умные для сил специальных операций. Поверьте, они есть, но это одиночные экземпляры. С дронами можно сбросить и термитовый заряд. Он зажигается и прогорает даже металл. Потушить невозможно, но можно сбросить, если металл еще не загорелся. Но там успеть вылезти из танка, чтобы такое потушить, думаю, нет шансов. Ну, это про зажигалки. Да не собираются они ракетным террором вызывать панику никакую. Это тупо террор. Это их суть такая. Убивать и мучить людей. Цель тупо насилие и все. Нет в целях ни блэкаута, ни паники уже давно. Ну, может быть. Это имеется в виду о ракетных ударах. Один россиянин в соцсетях написал, что у нас нет цели в специальной военной операции. У нас есть путь до западной границы Украины. Может быть, вот по-новому так интерпретируются эти слова. Тарас Григорович Шевченко был в ссылке у нас на полуострове Мангышлак. В честь его есть город Форт Шевченко. В городе есть парк имени Шевченко. Там музей его картины, его земляка, где он жил, и много чего там про него. Ну, жалко, вы не написали в какой-то стране. Я, например, сразу вспомнил, что в городе Вашингтон стоит памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко, написано, что выдатный украинский поэт, и там он изображен в молодые годы. Может быть, видите, даже в Соединенных Штатах знают о том, что Шевченко – это наш поэт и художник. 209 років із дня народження Тараса Шевченка. Дякую за информацию. Привет с Буэнос-Айреса. Слава Украине. Вот так вот даже. Буэнос-Айрес рядом с нами. Есть форт Шевченко в Мангистаутской области Казахстана. Ага. Вот теперь мы узнали правду. Оказывается, это Казахстан. Город находится на берегу Каспийского моря. Он был там в ссылке. Есть музей. Музей и в том же месте, где он жил. Ну, это очень приятно, что в Казахстане есть места, где бывал Шевченко. Пусть хоть и в ссылке, но тем не менее. Захисники наші дорогі, ви найкращі. Дякую вам всім і низько вклоняюся. Слава героям України. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. Наша думка, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. Тарас Григорович Шевченко. Да, вы правы, Шевченко бессмертен.
З Днем пам'яті Шевченка. Слава Україні, слава Вооруженим силам України. Ось тому в лихі години ми зайняті і вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті. Теж Тарас Григорьевич Шевченко. Ну, видите, такое впечатление, что вчера писал. Вчера писал по той ситуации, которая происходит в Україні. Хоча написано більше, ніж 100 років назад. Сьогодні день народження великого Тараса Шевченка. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Теж Тарас Григорьевич Шевченко. Ну что ж, вот такими вот словами из стихотворения Тараса Григорьевича мы закончим сегодняшнее видео. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Как всегда, приглашаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, нажмите, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале и смотреть их в оригинале. Кому понравилось видео, поставьте лайк, чтобы его смогли увидеть как можно больше людей. Спасибо спонсорам и тем, кто помогает каналу, за вашу помощь. Ну, а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!